Ты, Максим, меня никогда достоин не был. И что я в тебе только нашла? Оля ходила по комнате и собирала свои вещи. Что ж ты за мать, что от детей отказываешься? Спросил ее еще пока муж. Я не отказываюсь, а оставляю тебе на воспитание. Буду навещать их, как возможность будет. Максим и Ольга были в браке почти 7 лет, а до этого встречались 3 года в институте. Оля всегда была требовательной, но тогда он мог удовлетворить ее капризы. Скромные походы в кафе, небольшие букетики цветов. А потом ее желания все росли. Конечно, Максим старался сделать их жизнь достойной и делал, как он думал. Не забывал радовать любимую всякими мелочами. Работа его приносила хороший доход по меркам города, но денег часто все равно не хватало. Сначала он рассчитался с долгами за свадьбу, ведь Оле надо было пышную свадьбу. Родители помогли немного, а дальше он сам. Квартира у него была, трехкомнатная, в спальном районе. Досталось наследство от бабушки. Ремонт требовался, но жить можно. Потихоньку и ремонт делал, и мебель новую покупали. Оба работали. Максим пробивался вверх по карьерной лестнице. У него была цель. Оля особо не старалась на работе. Ее устраивал оклад и то, что можно работать, не напрягаясь, совмещая с учебой. Новость о том, что он будет папой, его очень обрадовала. Максим с Олей пылинки сдувал. Она, работая и будучи беременной, защитила диплом. И вот, казалось бы, их жизнь наполнится новыми красками. И действительно, после рождения сына на некоторое время ушли ее капризы. А потом она стала часто смотреть на других мамочек. И пошли претензии, что коляска у них не такая, и штанишки не модные у малыша. На закономерный вопрос, зачем мальчику до года модные штанишки, она закатывала глаза. Ей хотелось выделяться среди всех, хоть это и были ненужные траты. Приезжала ее мама, часто заходила сестра. Они поставили ее на место, указав на более важные моменты. Тогда Оля пошла еще на курсы, чтобы работать в декрете. И действительно начала. А когда дали место в саду, вышла на постоянную работу на новое место. А потом родилась еще дочка. И как будто все по новой. Нет, Максима не пугали бессонные ночи. Его пугали разговоры с женой, которые она начинала со слов «а вот у…» и дальше шел перечень вещей, которые имеются у кого-то. Максим старался обеспечить семью, ведь детям много надо. Он вычитывал о развивающих игрушках и покупал. Но Ольга не высказывала радости от этих покупок. Она хотела новую шубку и новомодные костюмчики детям, чтобы, когда она с ними гуляет, все оборачивались. Слова о том, что эти модные костюмы непрактичны и неудобны, ее совсем не трогали. Максим понимал, что ей тяжело среди других, у кого есть такое, и старался еще больше. Жене шубку, детям развивающие игрушки и новую одежду. Тут от старшего к младшей много не передать. Доченьке было всего 3 года, когда Оля сообщила мужу о своем уходе. В последнее время их жизнь совсем не заладилась. Ссоры и скандалы стали случаться почти каждый день. Максиму и домой не хотелось идти, если бы не дети, ведь только они его радовали. А вот Оля только предъявляла претензии. И вот сегодня опять она начала злиться и ругаться. «Зачем ты купил эту старую развалюху?» Говорила Ольга про машину, которую приобрел Максим почти даром. «Ее нужно отремонтировать, покрасить, и будет почти как новая. Нам же нужна машина». «Катайся на ней сам, я позориться не буду. Это не машина, а корыто на колесах». Не унималась жена. «Не могу я сейчас дорогую машину купить, дорогая жена. У нас кредитов куча. Я и так работаю на 2 работах», – пытался оправдаться муж. «На 2 работах? А такое чувство, что на полставки дворником трудишься от того, сколько денег в семью приносишь», – кричала Ольга. Она бы еще и дальше кричала, но в дверь позвонили. Это пришла сестра Ольги, Светлана. Она очень любила своих племянников и часто их навещала. «О, привет, заходи!» Встретила сестру Ольга. Она постаралась сделать голос спокойнее.
Вы что так кричите? Вас в подъезде слышно. Опять что-то не поделили. Светлана доставала из пакета нехитрые гостинцы для племянников. Она их очень любила и старалась радовать, ведь кроме сестры и ее детей у нее никого не было, а племянники были для нее особенно дороги. Даже с маленькой Юлечкой она могла обсудить свои проблемы. Малышка просто улыбалась в ответ, не понимая тетю, но Свете этого было достаточно. Не поделили. Было бы что делить, если только то корыто, которое Максим называет машиной. Ольга рассмеялась. Светлана прошла в детскую к племянникам, а Ольга ушла в магазин, затем хотела навестить подругу. Наигравшись с племянниками, Светлана зашла на кухню выпить воды. На кухне сидел Максим, смотрел в окно и думал. «Максим!» – окликнула его Светлана. «Ты не расстраивайся. Ольга такая всегда. Покричит, да остынет». Да, всегда. Только это всегда уже надоело. Что бы я ни делал, как бы ни старался, она никогда не оценит, не похвалит. Только пилит и пилит, сравнивает с другими. Я стараюсь изо всех сил, зарабатываю как могу. А теперь вот с этой машиной. Она же сама мне постоянно твердила, что нужен автомобиль, чтобы возить детей в школу и детский сад. Купил, а теперь говорит, что не сядет в него. Было видно, что Максим крайне подавлен. «Мы с детьми собрались на детскую площадку во дворе. Пойдем с нами», – предложила Светлана. Они спустились с детьми во двор. Максим занимался с сыном на турниках, а Светлана с племянницей играли в песочнице. «Какая идеальная семья!» – послышалось со стороны. Ольга вернулась домой и застала такую картину. «Мама, смотри, что мы с тетей Светой слепили!» – весело сказала дочь Ольги. С каждым днем отношения супругов становились только хуже. Ольга все чаще уходила из дома, задерживалась на подработках. Она была маникюрщица. С детьми очень часто оставалась Светлана. Она была студентка, и сейчас были каникулы. Максим приходил домой уставший, не заставал жену дома. Он уже не понимал, есть ли у него семья или нет, и для кого он старается. «Оля, так дальше продолжаться не может». Как-то вечером Максим обратился к жене. «Конечно, не может. Как можно жить в такой нищете? Мне 28 лет, а я себя чувствую древней старухой. Не могу купить себе нормальную одежду, сделать прическу. Не могу куда-то сходить. Об отдыхе на море и вообще можно не мечтать». Ольга тоже хотела начать этот разговор. «Я хотел сказать, что устал так жить. Я живу так, как будто у меня нет жены. Когда я дома, тебя дома нет. Я забыл, когда последний раз ел горячий ужин», – выговаривался Максим. «Ужин? Так вот для чего я тебе нужна?» Ольга вскочила с дивана и встала напротив мужа. «Сообщаю тебе, дорогой муженек, что я от тебя ухожу. Да-да, не надо на меня так смотреть. Я ухожу к другому, к тому, кто видит во мне женщину, а не кухарку, к тому, кто возит меня на дорогой машине, а не на корыте, которое ты называешь машиной». Уже на крик перешла женщина. У нее еще было много претензий к мужу и хотелось сказать все, но Максим ее перебил. «Уходишь?» Максим не мог поверить тому, что слышал. Как такое вообще возможно? «Да, ухожу. Дети пока останутся с тобой. Мне некуда их забрать сейчас. Радуйся, что хоть дети останутся с тобой, таким неудачником». «Но это и твои дети. Дочь еще совсем маленькая. Как ей без матери сейчас?» Теперь Максим удивлялся тому, как он мог жить с женщиной, которая готова оставить детей ради другого мужчины и красивой жизни. Ведь они любили маму, и ему казалось, что мама их тоже любит, а тут просто так взять и отказаться от них. «Это и твои дети тоже. Я их вынашивала и рожала. Теперь и ты потрудись, займись их воспитанием». Оля сказала это так, как будто Максим вообще не принимал в жизни детей никакого участия. Но он вставал ночами, пеленал, кормил смесью, укачивал. Он давал жене передохнуть, несмотря на то, что ему на следующий день идти на работу. Ведь он все понимал.
А дети, они общие, а значит и все тягости надо нести вместе. А потом дети спали всю ночь, но когда болели, папа тоже был рядом, и на секции водил, и гуляли часто вместе, чтобы мама отдохнула. А теперь, оказывается, он не принимал участия. На следующий день после разговора Ольга собрала вещи, и пока дети были в саду и в школе, уехала. Максим взял отгулы на работе, чтобы понять, что теперь ему вообще делать. Он остался один с двумя маленькими детьми. У него было 2 работы, и теперь еще дела по дому. Когда дверь за Ольгой закрылась, Максим еще час сидел на диване и смотрел в одну точку. Он не понимал, как построить жизнь без Ольги, ведь он работал, а она занималась детьми, забрать из садика, возить на секции и сына к репетитору. Сейчас он понял, что все это не успеет. Он видел и знает расписание детей, старался, когда успевает, забрать от репетитора Олежку или Юльку из садика. Но все успеть, работая, не представлялось возможности. А еще и в выходные он оставался на работе, ведь Оля хотела, чтобы он больше зарабатывал, и Максим до конца месяца обещал выходить по субботам. В этой суматохе мыслей он набрал Свету. «Света, ты можешь заехать вечером, покормить племянников?» Он решил попросить сестру, уже бывшей жены, помочь с детьми. «Заеду. Максим, а что случилось? Где Ольга?» Удивилась Светлана. «Потом объясню», — ответил Максим и положил трубку. Вечером, когда дети уже уснули, Максим и Светлана сидели на кухне. Он рассказал ей о случившемся, о том, что Ольга собрала вещи и уехала к другому, оставив ему детей, и о том, что он сам все не успевает. Можно работать меньше, но до конца месяца он обещал работать в этом темпе. Света была зла. Да, ее сестра не отличалась повышенной ответственностью, но чтобы вот так оставить детей, она этого не ожидала. И понимала Максима в плане работы. В институте она была на хорошем счету, и если что-то и пропустит, то не скажется это в общем счете. «Максим, мне стыдно, что она моя сестра. Да, между вами могло случиться что угодно, но так не интересоваться своими детьми...» Я не знаю, что ответить на это. Светлана была поражена безответственностью сестры. «Мне неудобно просить». Максим замялся. «Но не могла бы ты, по возможности, пока мне помочь с детьми, если тебе будет нетрудно? Может, Ольга вернется еще, хотя вряд ли я смогу ее простить». Он замолчал. В его голове летали мысли, и он не мог собрать их воедино. В детской заплакала дочка Максима и Ольги. Светлана поспешила к ней. Юленька звала тетю. Она слышала, что тетя еще здесь, и понимала, что тетя Света подойдет к ней, в отличие от мамы. Света погладила ее по голове, накрыла одеялом и пообещала, что все будет хорошо. И Света не обманула. Она сделала все, чтобы дети не чувствовали себя брошенными. Все свое свободное время она проводила с ними, и они отвечали ей взаимной любовью, еще больше, чем раньше. Через полгода Максим и Светлана гуляли с детьми в парке. Дети весело бегали по свежему снегу, лепили снежки. Светлана с Максимом шли за руки и улыбались. Света очень любила своих племянников и не могла оставить их без заботы. А после, когда дети засыпали, они с Максимом долго сидели на кухне и разговаривали обо всем. Это их очень сблизило. Казалось, что они были знакомы всю жизнь. Ольга же за эти полгода всего раз увидела детей и пару раз позвонила. Но дети об этом не думали. Даже Олежка уже забыл о маме, и только тетя Света была для него на первом месте. Когда Максим сделал ей предложение, она никак не могла дать ответа. «Максим, ты же знаешь, что у меня не может быть детей. Я люблю Юлечку и Олежку, но...» Он не дал ей ответить, просто крепко обнял и поцеловал. А через 5 лет он стоял с Юлечкой и Олежкой на пороге роддома. Все они ждали, когда увидят маму и маленькую сестренку с братиком. Ведь счастья много не может быть. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории.
Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.